Привет, друг! Ты на канале Март. Сегодня разберем, чем похожи, а чем отличаются три самых популярных предмета для фарма. Напоминаю, что в видео есть субтитры на двух языках. Видео создано на 739D патче. Итак, у нас есть Радианс, Мьёлнир и БФ. Все предметы помогают поражать больше, чем одну цель, и все предметы дают бонус к зеленому урону. Отличительной особенностью Мьёлнира будет то, что он сделает райт-кликером практически любого героя. Но особенно хорошо он выглядит на героях с высокой скоростью атаки. Лучшие примеры Бладсикер и Лина. Но эти же самые герои могут играть и с обычным Мейлштормом. Еще Мьёлнир очень любит на героях с хорошими множителями скорости атаки. Так, Джаггер имеет очень низкое базовое время атаки, а его ультимейт дополнительно увеличивает атак-спид в 1,5 раза. Низким БВА могут похвастаться и, например, Фурион с Квапой. Муэрта или Войд имеют пассивки, которые отлично работают с атак-спидом, а дополнительная атака Войда может быть источником новой такой атаки. А еще эти герои едва способны бить руками самостоятельно. Покупка голого Мьёлнира же делает из них мощных райт-кликеров. И еще Мьёлнир очень любит герои с и без того высоким уроном, но с низкой скоростью атаки. Например, ДК или Снайпер. У Драгон Найта в форме и у деда с хедшотом по 250 урона на 12-й минуте. Но вот ударить больше раза в секунду – целое испытание. И общее у большинства озвученных героев – они не так хорошо фармят своими способностями. А оттого у них не самые большие монозатраты в лесу. Лина и Квапа при этом отлично фармят способностями, но с Мьёлниром их монозатраты в лесу значительно снижаются. Отдельного упоминания заслуживают ВР и герои с псевдоатаками – Белка, Эмбер, Пангальер. Но им, чтобы играть их способности, зачастую достаточно Мейлшторма. Скорость атаки от Мьёлнира в большинстве игр им не нужна. Ну и не могу не добавить, молнии на Панга в 7.39 на мой вкус совсем плохи. И тут мы возвращаемся к табличке и добавляем два новых пункта. Мьёлнир – единственный в нашей тройке предмет, который дает скорость атаки. А еще он единственный требует ману. У Радика монозатрат нет, а БФ и вовсе дает целых 2,75 мана регена. И мана – важнейшая часть статов БФа. Тройка героев, которая почти всегда играет с БФом – Фантомка, Урса и Антимаг. Они обязаны использовать свои способности во время фарма. И ни Радик, ни Мьёлнир не освободят их от этой обязанности. Хотя, не скрою, нахожу очень очаровательными Антимага с Радиансом и ПА с молниями. Не исключаю, что будут патчи, когда мы увидим их вновь. Отдельно хочется добавить сюда Джаггера, Тролля, МК и Керри Войд Спирита. Они тоже будут нажимать свои способности в лесу. И всех перечисленных героев объединяют еще две вещи. Они не имеют пассивок, которые восстановят им здоровье в лесу. А еще они либо отлично сокращают дистанцию, как Фантомка или Войд Спирит, либо вгрызаются в противника, как Джаггер или Тролль. И это важный момент, ведь у нас есть Алхимик, который также фармит скиллами, но не покупает БФ в этом патче. Есть две причины. Первая – Радик просто слишком сильный на сегодняшний день. БФ может работать и, полагаю, будет работать в будущем. Вторая причина – на Химике очень тяжело преследовать и бить, имея голый БФ. Радик же будет полезен даже тогда, когда ты просто бегаешь или вовсе стоишь в стане. И здесь мы находим еще одно различие. БФ не работает, пока ты не бьешь. Щит от Мьёлнира же может наносить урон тогда, когда ты лишен возможности атаковать. А если нажать его на союзника, то урон можно нанести даже тогда, когда ты вышел из драки. Но Радианс на первом месте. Ты гарантированно наносишь урон, просто стоя рядом с противником. А еще накладываешь сильнейший дебаф на 15% блайнда. Особенно это важно для героев, лишающих себя возможности бить. Например, Некрофос со вторым скиллом и Брюмастер или Феникс с ультимейтами. При этом Радианс дает промахи по нове, а еще отлично стакается и со способностями, и с обоими аспектами Некрофоса.
Возвращаясь к шмоткам для инвентаря, огромное количество игроков не любит хардовых ВК или кунку через фаст радик в своей команде, но из нашей троицы это единственный аурный предмет. Кстати, о кунке. Эпики снова запустили Treasure Hunt, на который мы, правда, немного опаздываем, так что нужно спешить. Treasure Hunt — это бесплатная мини-игра, как ты помнишь, но теперь играть можно не раз в час, а каждые 6 минут. У тебя 4 жизни, за которые нужно добраться до финиша. Упал в яму — минус сердечко. Дошел до финиша — получил приз. По пути встречаются руны. Они могут как помочь тебе, так и заруинить. А еще с них могут выпасть бесплатные открытия или скины. Все пройденные шаги сохраняются. Спустя всего 15 ты получаешь мега-сундук. Спустя еще 15 — второй. Суммарно их 10. Внутри ценные шмотки, включая арканы. Достичь последнего непросто, но награда с каждым все лучше и лучше. Так что не ленись и обязательно зайди в мини-игру. А мой промокод даст дополнительную попытку, которую можно использовать каждый день. Сыграть в мини-игру, кстати, одно из заданий летнего боевого пропуска, как и, например, подписка на соцсети. Выполнил простейшие задания, забрал эпикоины, сделал с их помощью бесплатное открытие. А каждые 15 квестов лутаешь случайную аркану. А за левел 60 скелетон Кинга или ДК Хук. Ссылка будет в описании. С ней промокод на 15% и бонусную попытку в мини-игре. Поторопись, ведь событие скоро закончится. Эпик Лут — твой путь к ДК Хуку. Возвращаемся к теме аурного радика. Какая-нибудь темпларка с блинка собирается шотнуть саппорта? С шансом 15% у нее это не получится. Точно так же Радиан спасает не только жизни, но и возможности сделать блинкаут. Ослепление — мразотнейшая механика, которая сводит с ума всех керри. Особенно страдают керри-иллюзионисты. Все эти 3 предмета — отличные инструменты для борьбы с иллюзиями, ведь бьют дополнительные цели. И на всякий случай про сопротивление урону у иллюзий. Они используют барьеры, например, от Солара или Глиммера. Они используют блоки, как, например, Crimson. Снижает урон по иллюзиям и белая броня, но на них не работает магический резист, из чего делаем вывод: магический урон по иллюзиям куда надежнее, а Радик, помимо прочего, наносит по ним полуторный урон. Молнии тоже имели этот эффект, но в D-патче лишились его. А теперь поговорим про предметы для иллюзионистов. БФная пассивка не работает на клонах, а вот Радик работает. Да, урон снижен, но он все еще смертоносен и все еще сбивает блинки. А главное, ослепление работает в полную силу. С Мьёлниром у иллюзий тоже есть синергия. Во-первых, они используют скорость атаки от предметов, а во-вторых, на них можно применить статик. Такая иллюзия Джаггернаута убьет хоть 10 пачек, если ей хватит времени жизни. И важный момент. Радианс работает в полную силу на ультимативных клонах Арка и Манки Кинга. Радианс, кстати, разбирается на рапиру или нулифайер и на бабочку. Комбинация нулик плюс фляй бывает невероятно хороша. Если знаешь, что не выиграешь без атакующего развеивания, можно заменить молнии или БФ в закупе радиансом, который позже разберешь. Есть шанс, что противник купит МКБ, которое ему не пригодится после твоих игр в пазлы. Если же он не может себе позволить посох короля обезьян, то талисман, как мы уже обсуждали, уходит в баттерфляй. Особенно хорошо это комбо выглядит против МК, Свена или Урсы. Джингу, Лапки, Варкрай и Мом развеиваются. А еще эти герои вообще не наносят урон против уклонения. Список героев, которые могут купить Радианс только для того, чтобы позже разобрать, огромен. Я выделю парочку героев, на которых так играли прошники, или на которых так играю сам. Антимаг, Сталкер, Темпларка, Пруда, Лансер, Абадон, Бладсикер и Эмбер. Ни БФ, ни Мьёлнир нельзя разобрать. Но на БФ можно разобрать Мом. Если твоя пятерка тренд с топориком, то зачастую лес остается единственным вариантом.
Антимаг или фантомка могут взять раннюю масочку, чтобы справляться с любыми спотами, а потом разобрать ее на Battle Fury. То же самое сработает на Урсе или МК, например. Отдельного упоминания в этой теме достоин Фурион, против которого приходится таскать топорик, если нет другого способа выбраться из спрутов. БФ — это как большой топорик, под который не стыдно и не жалко выделить слот. И как бы странно он ни выглядел на ВК, Свене или Лайфстиллере, эти герои могут купить Battle Fury против спрутов. И немаловажное замечание. Молнии — единственный из нашей троицы предмет, который позволяет пробить уклонение. Комбинация из Мьёлнира и Шива из третьего тира нейтралок уже дает внушительный шанс пробить уклонение и может быть временным решением, пока МКБ недоступен. Также прокатят, например, Майл плюс Witchblade. Но молнии — единственный грейд Джавелина, который не распространяет точность на иллюзии и не срабатывает в БКБ. Комбинацию Мьёлнира и Паразмы использовал Ами, играя на Медузе. Таким образом, он смешал свой урон против Ангела Омника и бронированных коров, а бонусом получил возможность пробивать Бабочку и Радик. Комбинация Аганима и Мьёлнира на Медузе невероятно сильна. Да и пассивка Паразмы, ослабляющая магический резист, помогала команде. А теперь предлагаю поиграть. Но для начала перестань пытаться перемотать видео, это не подводка к рекламе. Представим, что мы проснулись, зашли в доту, а у Свена вместо Клива Desolate Spectre. Пиши в комментариях, какой билд для него подобрал бы ты. А я попробую применить табличку выше. У нас безумно много урона по одиночной цели, но нет скорости атаки. При этом во время фарма мы расходуем откровенно мало маны. ХП-реген пригодится, но можно попробовать обойтись без него. Мой герой обязан атаковать, я не могу просто танчить или просто давать контроль. Я выбираю Мьёлнир, а ты? И я не зря выбрал именно Desolate. Напомню, что ультовая иллюзия Спектры по умолчанию пропадает после смерти цели. Но об этом легко забыть, ведь все играют с аспектом, который позволяет этой иллюзии жить полную длительность способности. Как только эта особенность из аспекта перекочует в героя, я побегу играть на Спектре с фейсетом на Desolate и соберу хвостовый Мьёлнир. А до тех пор можно побегать на Керри-сталкере через молнии или на хардовом через Радианс. Это работает действительно отлично во многие пики. В то же время, если бы Клив Свена заменили лапки Урсы, я бы однозначно выбрал БФ. Скорость атаки есть, а потребности в мане значительно выросли. Ну и ХП-реген будет приятным бонусом, не нужно будет о нем заботиться. Тем более, что у нас есть мана на Варкрай, который сэкономит нам ХП. А на этом видео заканчивается. Огромное спасибо за просмотр. Колоссального размера спасибо за лайки и комментарии. С тобой был Март. Удачи в игре и в жизни.